Все началось в южном летнем сезоне, когда научное судно подошло к леднику Дотсон на западном побережье Антарктиды. В его трюме находился аппарат РАН — автономный подводный зонд, разработанный для исследования полостей под антарктическими ледниками. Он был запущен в подледное пространство с целью сбора уникальных данных. Аппарат ушел под лед и начал стандартный маршрут, проходя через заранее рассчитанные точки. Все системы работали штатно. РАН передавал данные о температуре, солености, акустической плотности и скорости течений. Ученые наблюдали за его движением в реальном времени, фиксируя новые открытия. Но спустя несколько часов ситуация изменилась. Сигнал от РАН неожиданно прервался. Попытки восстановить связь не дали результата. Были активированы резервные каналы, аварийный маяк, полная тишина. Аппарат не вышел ни в одну из расчетных точек возврата. С этого момента миссия перешла в кризисную фазу. Исчезновение РАН стало первым в истории случаем потери полностью автономного аппарата в этой части Антарктиды. Он не просто исчез, он пропал в месте, которое считалось подготовленным, изученным и относительно безопасным. Ученые были шокированы, ведь все шло по плану. Никто не ожидал, что надежный зонд может исчезнуть в зоне, где ничего не предвещало катастрофы. Именно это сделало инцидент не просто тревожным, а по-настоящему загадочным. Экспедиция, в рамках которой работал РАН, входила в международный научный проект по изучению влияния океанских течений на стабильность ледников Антарктиды. Главная задача заключалась в том, чтобы понять, насколько быстро теплая вода разрушает ледник снизу и как это влияет на ускорение его движения в сторону океана. Подледные полости, особенно в районе Дотсон, играют ключевую роль в этом процессе. Именно они могут превращаться в каналы для проникновения теплой воды вглубь континента. РАН должен был стать первым аппаратом, который не просто обследует эти пустоты, но и передаст в реальном времени данные об их структуре, объемах, направлении течений и составе воды. Команда хотела построить трехмерную карту подледного пространства и получить физические параметры, которые невозможно было собрать другими способами. Эти данные нужны климатологам для создания моделей, предсказывающих, как быстро могут растаять ледники и насколько поднимется уровень океана. Миссия РАН должна была стать этапом, после которого появится новый стандарт изучения подо льдом. Все шло по плану, пока сигнал не исчез. Вместо прорыва экспедиция получила трагедию, поставившую под сомнение возможность повторных заходов в подобные зоны. В течение последних минут до обрыва связи он продолжал передавать данные. Информация поступала в стабильном режиме: измерение температуры воды, солености, давления, а также эхолокационные снимки, отражающие подледный рельеф. На судне видели, как аппарат заходил в область с необычной конфигурацией, полость с крутыми стенками и узким входом. Он прошел в нее, продолжая сканирование. Несколько пакетов данных показали незначительные отклонения в ориентации. Затем произошел скачок давления. Системы РАН автоматически отреагировали, включилась стабилизация, скорость движения снизилась. Однако спустя пару минут все сигналы прекратились. Последняя передача была неполной. Ее обрезало посередине. Никаких тревожных сообщений или аварийных сигналов не поступало. Это означало, что отключение произошло внезапно и полностью. Исследователи на судне сразу поняли: аппарат не просто потерял связь, он перестал функционировать. Они попытались инициировать экстренный возврат, но безрезультатно. РАН больше не реагировал ни на один из протоколов. Оставались лишь последние секунды связи. Фрагмент данных, в котором, возможно, скрыт ключ к тому, что именно случилось подо льдом. Перед тем, как РАН пропал, он успел передать ряд эхолокационных изображений, которые сразу вызвали удивление у научной команды. На снимках были видны крупные формы с четкими краями и округлой геометрией, не характерной для обычных ледяных трещин. Визуально это напоминало арочные структуры или туннели, уходящие глубоко под лед. Некоторые участки казались многослойными, словно лед провалился, образовав галереи и своды. Ученые осторожно предположили, что это могут быть остатки подледных рек или каверн, сформированных теплой водой, циркулирующей снизу. В одном из кадров эхолокация зафиксировала пространство с очень низким отражением. Сигнал словно проваливался внутрь и не возвращался. Это могло указывать на глубокую пустоту или аномалию в ледяной структуре. Такие явления ранее наблюдались только на моделях и в лабораториях, но никогда вживую, на реальных данных. РАН первым вошел в эти зоны. Эти формы не значились ни на одной из существующих карт. Ученые начали спорить о природе этих структур, но не успели прийти к единому мнению. Аппарат исчез. И теперь этот последний фрагмент эхолокации — все, что осталось от самой загадочной точки маршрута.
Ран был создан как автономный подводный исследователь, способный выполнять сложные миссии в самых экстремальных условиях. Его корпус собран из титана и углеродного композита, рассчитан на огромные нагрузки и перепады давления. Аппарат длиной около 20 футов имел мощную инерциальную навигационную систему, что позволяло ему работать в местах, где не действует GPS. Ран мог сканировать пространство в режиме реального времени и корректировать маршрут в зависимости от рельефа. Он работал в Гренландии, Норвежском море и северных широтах Атлантики. Все тесты прошел успешно. Именно поэтому его исчезновение стало настоящим шоком. Этот аппарат считался технологически совершенным. Он разрабатывался как ключевой инструмент для исследований подо льдом. И все же, несмотря на защиту и умные системы, Ран не справился с задачей. Это стало напоминанием. Даже самые надежные технологии уязвимы перед природной стихией. Исследование под антарктическими ледниками — это одна из самых сложных и рискованных задач современной науки. Подледная среда полностью лишена света, подвержена сильному давлению и нестабильному рельефу. Там нет спутниковой связи, и автономные аппараты действуют без внешнего управления. Ран ориентировался с помощью инерциальной навигации и эхолокации, но даже эти технологии имеют пределы. Малейшая ошибка в расчетах может привести к попаданию в тупик или полость, из которой нет выхода. Кроме того, лед может смещаться, а подводные течения резко менять направление. Вода под ледниками насыщена микропузырьками и ледяной крошкой, что ухудшает качество связи и видимость для сенсоров. Также остается фактор времени. Аппараты ограничены зарядом батарей и должны действовать быстро, чтобы успеть вернуться. Если что-то пойдет не так, они остаются подо льдом навсегда. В таких условиях даже идеально спланированная миссия может ведь завершиться потерей оборудования. Случай с Ран показал, насколько тонка граница между научным прорывом и катастрофой. Подледные исследования требуют не только технологий, но и предельной точности в каждом шаге. После завершения экспедиции ученые начали анализировать возможные причины исчезновения Ран. Самая очевидная версия — аппарат застрял в подледной полости, где не смог развернуться или всплыть. Несмотря на встроенные алгоритмы возврата, если пространство слишком узкое или нестабильное, маневр невозможен. Вторая версия — обрушение ледяного свода. Подледные пустоты в районе Додсон отличаются сложной геометрией. Сдвиг льда или внезапный обвал может привести к мгновенному разрушению корпуса. Третья гипотеза связана с отказом навигационной системы. Без GPS Ран ориентируется по инерциальным датчикам и акустическим сигналам. Если навигация дала сбой, он мог сбиться с курса и попасть в непредусмотренную зону. Также рассматривался вариант, что аппарат столкнулся с подводным препятствием, куском льда или обломком. Некоторые специалисты не исключали комплексную аварию, сочетание нескольких факторов, приведших к полной утрате управления. Все эти версии обсуждаются на базе фактов и технической логики. Конспирологических объяснений никто не принимал всерьез. История с исчезновением аппарата Ран стала не просто научной сенсацией, но и пополнила перечень редких инцидентов, происходящих в самых экстремальных точках планеты. Ранее аналогичные случаи фиксировались при миссиях в северной части Гренландии и в глубоководных районах Тихого океана. Например, в 2000-х годах один из автономных аппаратов, запущенный для исследования термальных источников, исчез без следа после погружения на несколько миль в зону с высоким давлением. В Антарктиде известны эпизоды, когда научные буи, зафиксированные в толще льда, прекращали передачу данных после сдвига ледяных плит или полного их смещения. Такие потери стали поводом для пересмотра технических решений и архитектуры оборудования. Однако случай с Ран стал особенно значимым, так как аппарат был создан по последнему слову техники, имел системы резервного питания, навигации и связи и тщательно подготовлен к работе в ледяной среде. Он считался надежным, испытанным и был частью международной миссии, курируемой ведущими полярными научными организациями. Именно поэтому его исчезновение вызвало столько внимания и дискуссий в профессиональной среде. Ран стал не только утратой, но и источником важного опыта, который в дальнейшем поможет сделать экспедиции безопаснее и эффективнее в условиях полной автономии. Хотя аппарат Ран исчез подо льдом, его последняя миссия стала отправной точкой нового этапа в подледных исследованиях. Ученые и инженеры запустили масштабную переработку принципов конструирования автономных зондов. Главное внимание теперь уделяется не только прочности корпуса, но и программному обеспечению, которое должно адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Разрабатываются платформы, способные длительно работать без вмешательства человека, включая системы с улучшенной передачей данных в режиме реального времени, что позволяет избежать полной потери результатов. Также активно обсуждается идея создания подледной сети сенсоров, объединенных в единую систему, способную наблюдать
наблюдать за процессами в режиме онлайн. Новые алгоритмы позволят устройствам не просто двигаться по маршруту, а самостоятельно выбирать безопасный путь, избегая обрушений и узких полостей. Эти изменения уже находят применение в новых международных проектах, в которых участвуют ученые из разных стран. Инженерные группы внедряют модульные системы, позволяющие в случае повреждения одного блока сохранить работоспособность остальных.